Здравствуйте, мои дорогие друзья! С вами бабушка Сунбо. Я рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня я расскажу вам продолжение сказки «Розовый мотылек». Глава 2. Прошло несколько лет. Эльрик стал подростком и все так же любил ухаживать за своим любимым цветником, но и не забывал помогать своей маме по хозяйству. А его мама все так же ткала ткани, и они продолжали пользоваться огромным спросом у всего королевства. Однажды мальчик гулял по лесу и увидел, как на лесной поляне порхает розовая бабочка. Эльрик побежал за ней, как в детстве, и попытался ее поймать. Она ускользала и улетала от него. Мальчишка бегал за ней и смеялся. А когда устал и лег на траву, бабочка села на цветок, который был совсем рядом с его лицом. Мальчик стал разглядывать ее и вспомнил. Та бабочка из его детства была точь-в-точь такой же, как эта, и крылышки были такими же ажурными и красивыми и прозрачными. Он поднялся и протянул ей руку, а бабочка перелетела с цветка к нему на ладонь. Пока мальчик шел, он постоянно смотрел на свою руку, чтобы она не упорхнула. Но мотылек не собирался никуда улетать. Эльрик пришел к себе домой, и как только он зашел во двор, бабочка вспорхнула и полетела в сторону цветника. С этого дня она жила в его цветочном саду. Мальчишка, как и в детстве, просыпался рано утром до восхода солнца и бежал в сад, чтобы не пропустить тот момент, когда бабочка проснется и сделает свой первый облет по всему цветнику. Ему очень нравилось наблюдать за ней. Он чувствовал себя так, будто та бабочка из его детства осталась жива и до сих пор с ним. Ткачиха взяла рулон ткани, который она уже соткала, и понесла его одному волшебнику. Когда тот получил свой заказ, то остался довольным. Легкая и воздушная ткань была настолько легка, что даже не ощущалась. Волшебник отсыпал ткачихе за ее работу целых 10 золотых монет. Когда мать вернулась домой, она увидела около своего забора мужчину, который стоял и наблюдал за ее сыном. Женщине показалось это знакомо. Она вспомнила, как несколько лет назад точно так же стоял какой-то человек и пристально наблюдал за происходящим в ее саду. Она уже видела эту ситуацию и то, что тогда произошло. Ткачиха быстро вошла во двор и закрыла калитку. Направилась в дом и позвала сына. Он зашел вслед за матерью, а на плече у него сидела розовая красивая бабочка. Мать с облегчением вздохнула и сказала: «Сынок, пусть твой мотылек сегодня останется в доме». «Хорошо, мама, только я пойду сорву розу, чтобы он поспал в ней». На стене над ткацким станком висел кусок ткани с красивыми цветами. Они были как живые. Бабочка вспорхнула и полетела на эти цветы. Она уселась на розовую розу и сложила крылышки. «Ну вот, и роза не понадобилась», — сказал Эльрик. Кто-то постучал в двери. Хозяйка вышла и увидела мужчину.
Это был тот самый злой человек, который стоял за ее забором. «Что вас привело ко мне?» – спросила она его. «Мне нужна ткань серого цвета из паутины. Могу я у вас ее заказать?» «Да, конечно», – ответила ткачиха. «Вот из этой». Он протянул ей клубок из паутины и сказал: «Мне нужна ткань как можно скорей». «Хорошо, приходите через 2 дня, все будет готово». Злой чародей протянул ей 10 золотых монет и добавил: «Через 2 дня я дам вам еще столько же». Ткачиха не взяла монеты, только клубок, и произнесла: «Когда получите работу, тогда и заплатите». Пока злодей стоял, он все время смотрел по сторонам. Видимо, что-то искал или кого-то. Ничего не обнаружив, он попрощался и удалился прочь. Мать и сын поужинали и легли спать, а на утро бабочки не стало. Ночью из паутинного клубка выполз паук и набросился на бабочку. Он закрутил ее в свою паутину, и ее не стало. Принцесса прожила свою вторую жизнь. Свою младшую дочь король назвал Викки в честь древнего рода викингов. Младшая принцесса подрастала и совсем не была похожа на свою старшую сестру. Она росла смелой и боевой девочкой. Викки очень любила своих родителей и им никогда не перечила, но с остальными спорила, доказывала правоту и была на стороне справедливости. Ей никогда не нравились козни и заговоры во дворце. Всех вельмож выводила на чистую воду. Она была сорванцом с белыми кудряшками, эдакий воин в женском обличии. Историю о исчезновении своей старшей сестры Абби она знала с самого раннего детства. Иногда, сидя в своих покоях, Викки мечтала, как они вдвоем с сестрой справедливо правят королевством. Ей очень не хватало общения со старшей сестрой. Принцесса Викки с раннего возраста занималась фехтованием и увлекалась ездой на лошади. Король разрешал ей все это, несмотря на этикет и запреты для девочек. Отец хотел, чтобы дочь делала все, что ей нравится, и была счастлива. Боль от потери старшей дочери все еще напоминала о себе иногда. Прошло еще несколько лет. Ткачиха по-прежнему ткала свои ткани, а ее сын Эльрик вырос и стал садовником. Он выращивал разные цветы и делал такие красивые палисадники и цветники, что о нем узнал сам король. Его Величество пригласил юношу к себе в замок в качестве королевского садовника. Сын ткачихи был статен и очень красив. Эльрик скорее был похож на принца, чем на садовника. Молодой юноша сделал королевский сад таким красивым, что все в замке любили бывать в нем и восхищались садом. Там росли сотни сортов роз, пионов, гладиолусов, лилий и еще много-много разных цветов. С ранней весны до поздней осени сад был весь в цвету. На следующий год после зимы весь снег растаял, и наступили теплые весенние деньки. Распустились первые ранние цветы. Садовник, как обычно, занимался уборкой в цветниках, и на одном из кустов роз он увидел гусеницу розового цвета. Она плела
розовой паутиной себе кокон. Эльдрик аккуратно, чтобы не трясти кустик и не помешать ей работать, убрал вокруг него старую листву и подрыхлил под ним землю. С этого момента он стал каждый день наблюдать за этой необычной гусеницей. С каждым днем кокон становился плотней и плотней. И вот в один момент он замер. Несколько недель ничего не происходило. А в первые теплые летние деньки садовник увидел, как в саду над розами летает розовая бабочка. Он очень обрадовался и подошел к кустам. Юноша протянул к ней свою руку. Бабочка подлетела к нему и села прямо на ладонь. Это была точно такая же бабочка, как в его раннем детстве и отрочестве. У нее были такие же красивые, ажурные и бархатистые крылышки. С этого момента розовая бабочка всегда была рядом с садовником и летала вблизи. Иногда она садилась на лепестки цветов и замирала, словно наблюдала за происходящим. В очередную годовщину дня рождения своей младшей дочери король устроил званый ужин с балом и развлечениями. На праздник пришло много гостей. Были приглашены все вельможи, волшебники и чародеи из разных королевств. Все пришли поздравить юную принцессу и ее родителей. Младшая дочь короля в свои 13 лет, несмотря на свой боевой характер, была очень милой белокурой девушкой. По ее заказу ткачиха соткала красивое полотно с разными розами. Они были словно живые. Из этой красивой ткани ей сшили великолепное бальное платье. Когда Вики пошла в сад прогуляться, на ее платье села розовая бабочка, словно на живой цветок. И вместе с ней принцесса зашла снова в зал. Среди гостей был тот самый злой чародей. Когда Вики проходила мимо него, платье у принцессы колыхнулось, и он увидел ту, которую искал вот уже несколько дней и ждал своего часа. Теперь он не спускал глаз с младшей дочери короля. Он всюду ходил за ней по пятам, чтобы не выпускать из вида ту, что сидела на ее платье. Принцесса подошла к родителям. В этот момент розовая бабочка вспорхнула и полетела к отцу с матерью. Король и королева увидели бабочку и вспомнили, как много лет назад, в день, когда пропала их старшая дочь Абби на балу, тоже летала бабочка розового цвета. Люди стали кричать: «Ловите ее! Ловите!» Бабочка испугалась шума и криков. Она захотела покинуть это место и улететь от этих людей подальше. Абби порхала и думала: «Скорей на воздух, скорей на улицу, в тишину, в сад!» Она пролетала мимо того места, где горели свечи, а рядом с ними стоял злой чародей. Он вытянул свой сачок, чтобы поймать ее. Бабочка отпрянула от него и попала прямо на пламя свечи. Она опалила свои крылья. Это случилось как раз в тот момент, когда закончилась ее третья жизнь. Чародей не успел ее схватить в эту минуту. Розовая бабочка упала на пол и превратилась обратно в принцессу, у которой на спине были обожженные крылья. Злодей попятился назад, будто он ни в чем не виноват. Король и королева увидели свою старшую дочь Абби и очень обрадовались. Все гости тоже узнали принцессу Розочку.
Но радость родителей была недолгой. Дочь лежала и не поднималась. Отец с матерью подошли к ней и увидели на ее спине обожженные крылышки. Король аккуратно взял свою дочь на руки и понес в ее покои, которые всегда были прибраны и ожидали ее возвращения. Королева последовала за мужем, а принцесса Вики была настолько удивлена всем произошедшим, что стояла какое-то время как вкопанная и никак не реагировала. Злой чародей попытался уйти незамеченным. Он быстрым шагом уходил из зала, но ему это не удалось. Младшая принцесса пришла в себя и бросилась за ним. Она схватила его сзади за его плащ. «Куда собрался?» — услышал он голос позади себя. Обернулся и увидел, как принцесса Вики держит его одежду в своих руках. «Я никуда, просто воздухом подышать», — ответил он дрожащим голосом. «А почему ты пытался поймать розовую бабочку своим сачком? Ни у кого из гостей его нет, а у тебя он есть», — не унималась девушка. Вокруг младшей принцессы и чародея собрались гости. Когда злодей понял, что ему не скрыться, стал мямлить что-то невразумительное. Он был пойман с сачком в руках. Его тут же связали волшебными веревками, от которых никто не мог освободиться, и посадили в клетку. Его ждало наказание. Конец 2 главы. Мой дорогой друг, не забудь поставь лайк, подпишись на канал и нажми на колокольчик. Так ты никогда не потеряешь продолжение сказки. А я всегда буду ждать тебя на своем канале.